утра хотела что-нибудь, корзинку для лекарств и для грязного белья, так сказать. Здесь полно всяких корзинок, коробок. И 59, и 39. Мне кажется, надо размер мерить. Вот корзинка 59 лир. Вот тоже 30 литров. Большая коробка 89. Эти с ручкой. Это с колесиками, это в детскую комнату. Это с оленями. Это все детские комнаты. Вон огромная коробка, вот тоже. Короче, надо мерить место, сколько у нас в шкафу есть. И, исходя из этого покупать. Потому что просто есть вот такие корзиночки маленькие. 16 лир. Размер у нее 190 на 250 на 100. А это есть, в принципе, такие же, только с крышечками. И размер 238 на 128 на 124. Есть чуть побольше. Хотя нет, размер одинаковый, цвета разные. Серенькие здесь, розовенькие. Короче, надо определяться с размером, сколько у нас есть, и исходя из этого прикупить. Что здесь еще есть? Вакуумные мешки вот эти, 89 лир. С ноги утаптываешь туда, а потом выкачиваешь пылесосом воздух. Становится очень мало места занимает. Вес не уменьшается, а вот, так сказать, объем уменьшается. Такие корзинки есть. Посчитайте. А вот корзина для белья. Это 79 лир стоит. Это 149, 119. Здесь что? 149, 119. Такие достаточно большие корзинки. Короче, надо мерить. Вот какая-то прям написано Laundry Basket, корзина для грязного белья. 69. Коричневая, это белая. А вот побольше, кажется. Или повыше, правильно сказать. 119. В общем, есть что выбрать. Короче, надо прийти сюда с рулеточкой и определиться. А еще мы смотрим какой-нибудь обогреватель в ванную комнату повесить, чтобы было тепло. С другой стороны, чтобы на него вода, если попала, то сразу не замкнула, а немножко пошипела. Скажем так. Столы, стулья. Так, ну все, больше то, что мне заказывали, нет ничего. Мне еще кронштейны к телевизору надо прикупить где-то. Пойду посмотрю, может тут висит, я просто без внимания. Где же они могут быть? Я приехал в Кочташ, здесь есть елочки. 279 лир стоит вот елка, 150 сантиметров. А маленькая 90-49 лир. Вот она худенькая малышка. Ну вот. Оля хотела морочиться в метро ехать, вот они рядом в Кусташе есть. Елочки, иголочки. Так, у меня еще там дела кое-какие. Что, друзья, все у меня тут отмокло. Смотрите, какая реакция. Давайте покажу. Чик. Чик. Смотрите, как оно легко. Реально, вот тут, помнишь, Леша, были старые-старые? О. Помнишь, Леша? О, смотрите. Видите? Это просто чудо-средство. Это просто находка. Спасибо. Кто же мне это подсказал? Вот я прям даже бы лично поблагодарила. Но, к сожалению, теперь уже, конечно, не вспомню. Это было года 1,5 тому назад, наверное. Да, Леш? Ну да. Посмотрите.
Видите, это все вот застарелые, короче, эти. И сейчас плита у меня будет новенькая. Можно выставлять, можно вешать ценник и выставлять на продажу. Это я, конечно, шучу, но я к тому, что вот она будет прям нулевая. Вот. Вот здесь, знаете, вот мне немножко не нравится эта плита. У меня в Подмосковье, конечно, другая плита. Вот здесь вот, вот в этих полосках тоже забивалось этот пришкварчивание, вот это вот пришкварчивалось, да, и не отходило. А теперь видите, как все отходит? Вот оно все на тряпке, видите? Супер, супер, спасибо большое, что погранцы не выкинули это средство. Они очень, Алексей говорит, тщательно проверяли это средство, что это такое, почему вы это везете, что такого нету в Турции. Такого, друзья, в Турции я не нашла. То, что мне Сардинич рекомендовала, хняхневое, честное слово. Оно вообще ничего не берет. Вот, ну, тут какие-то брызги масляные, конечно, оно берет, а вот старые пятна, вот здесь, смотри, тоже очень видно. Видишь? Прям на камере видно, что старые, совершенно неотходимые пятна здесь были. Теперь смотрите, легким движением руки новейшая плита у меня. Упс. Я очень счастлива, что смогли привезти мы это средство в количестве 3 бутылок. Вот. И теперь я сейчас один раз вот так выдраю плиту. Оно даже, знаете, когда вот так вот один раз от старых-старых пришкварчеванных пятен, которые еще от старой хозяйки нам достали, один раз вымоешь, потом даже нет необходимости так мыть. Просто вовремя вытираешь все это дело, и его даже и не бывает. Поэтому я очень мечтала, вот здесь тоже, прям смотри. Видишь, вот это вот все, которое неровности, как будто бы, да, это все я не могла никак вообще, никаким средством. А теперь, видишь, легким движением руки, и все вот эти блинчики становятся новенькие. Видишь? Все ровненько, гладко. Понимаете, что эта штука очень ядреная, будьте осторожны да, в рукавичках. Я в рукавичках. Рукавички, кстати, себе купила. Упаковку чуть позже покажу вам. Сейчас просто руки грязные. Японские рукавички, беру их уже 2-й раз. 1-й раз покупала, делилась с мамой. Там в упаковке 2 пары. Вот. Они суперские, они вообще не рвутся. Они стоят космических денег. Я точно не помню сумму, но более 600 рублей. 600 вот с чем-то рублей стоят 2 пары. Но они не рвутся, понимаете? Когда ты покупаешь там за 100 рублей пару, и она рвется на 2-3 раз, то это значительно менее выгодно, чем если купил японские, которые не рвутся. По полгода я пользуюсь ими. Это вот я одной парой пользовалась полгода, считай, а 2-ю пару маме подарила. То есть, представляете, 600 с чем-то рублей на год. Вообще супер, супер, супер. Да, в России нам не нравится климат, холод, туда-сюда, много чего не нравится, да, но в России такое все родное, знакомое, ты можешь зайти, отзывы почитать. А здесь, конечно, на этих турецких сайтах ничего не понятно, ты даже толком прочитать не можешь, что за продукт, только по картинке видишь, что, например, к примеру, перчатки. Насколько они хорошие, ты даже отзывы почитать не можешь. Поэтому, конечно же, мы будем периодически приезжать в Россию к нашим родителям, навестить, чтобы всех в гости, ну и закупиться той продукцией, к которой мы привыкли, которая первоклассного качества, несмотря на то, что о Турции у нас тоже очень хорошее мнение в плане качества продукции различной, да, но тем не менее из-за языкового барьера ты тут ничего не знаешь. Вот, а то, что тебе твоя подруга советует, в конечном итоге оказывается, ну, очень-очень-очень слабеньким средством, которое даже близко не сравнится с тем, чем я пользуюсь привезенным из России. Вот. Но подруге нравится, я вам так скажу. Смотрите, у меня было огромное количество пятен именно от старой хозяйки. Вот сейчас, видишь, все гладенькое прям. А до этого все такое шершавое было, это старые эти были. Понял, да? Угу. От старой хозяйки мне достались вот такие вот, ну, уже, скажем так, застарелые пятна. Застарелые пятна, да. Вот. И я нуждалась в этом средстве очень и очень сильно. А подруга наша Сардинич, она очень аккуратная дама. Очень-очень чистоплотная, поэтому, может быть, ей это средство никогда и не пригодится. Мне оно нужно. Вот. Все вокруг вымываю этим средством. Мне очень нравится оно. Такие дела. Кстати, напишите в комментариях,
Я так понимаю, когда мы снимали в России влоги, вы говорите, что в России было интереснее. В России мы вам ничего сверхъестественного не показывали. Я показывала, как я мыла плиту, как я мыла духовку. То есть вам интересны именно бытовые, да, видео. Если вот бытовые видео, есть, я знаю, такое направление в блогерстве, как мотивация на уборку. Если вам интересны именно вот такие видео, бытовые, мотивация на уборку, то, конечно, нет проблем. Эта бытовуха с переездом в Турцию никуда от нас не делась. Все равно я это продолжаю делать так же, как и в России. Просто если вам этот контент интересен, мы будем включать камеру и снимать. Да, Алексей? Угу. Такие у нас дела. Алексей там завтракает еще. Иди завтракай, а то у тебя уже обратно остыл сэндвич твой. Я тут разогрел сэндвич какой-то в холодильнике. Интересно, из чего он сделан. Какие-то ветчина, не ветчина, сыр, не сыр. И огурчик соленый еще посередине положен. Это то, что я не смогла доесть на мукбанге в бизнес-зале. Сейчас, короче, отведаю. Ну, остальное мы уже так похрумкали тут. Салатики и все прочее. Да, Михаил? Занимайся, не отвлекайся. Отловил одну перчинку из банки, из бутылки, то есть с перцем. Отведать, так сказать, какая она на вкус. Совсем не острая. Просто маринованный перец. Да, Михаил? Острый, да? Мне так показалось. Возможно, что нечаянно попал туда он. Я ожидал, что будет острее. Ну что, у нас опять очередная пьянка-гулянка. Идем в гости к нашим соседям, которые меня не боятся. Карантин еще у меня, да, далеко до окончания карантина. Вот, но нашлись люди, которые меня не боятся. Пригласили, и мы идем. Здесь у нас сало и копченое, это солями, сырокопченое. Морковка по-корейски. Здесь я немножко подогрела чимпени камди-пигоди. И в мармите у нас свечки новые Алексей поставил. Здесь шашлык разогретый уже, а здесь плавешник разогретый. Все. Прям с мармитом берем, чтобы там в течение всего вечера у нас была горячая пища. Все, погнали наших городских. Давайте, я вот это беру. Все, пока. С одного лифта в другой забурились. Алексей. Здравствуйте. Готов? Что значит готов? К приему пищи. Не в одном глазу, а вот у меня готов, говоришь. Вот, со своими продуктами. Откуда у него такая голубенькая маска? Когда? Когда мы были, у нас масок не было. А куда вы ходили? Когда уезжали. Мы тут опять поляну накрыли. Вообще не проблема. Видео. Салфетки убираем. Морковка. Чик. Тут что-то такое аппетитное, вкусненькое. Такое, да. В мармите то, что я уже показывала. А там еще жареный хлебушек я видела. А это я как смогла, так разогрела. Короче, мне мама сказала, можно это самовать, замораживать камди-пигоди. Нет, не рекомендую замораживать камди-пигоди. Потом вот еле-еле вытащила из этой мантышницы. Вот. Такая у нас поляна. Меня позвали посмотреть. Такие шторы купили наши друзья. Слушай, так классно, прям к изголовью подобрали. Классно. А мы привезли, короче, робота, а забыли от него пульт. Вот так. Видишь, не хватает тюлек везде. А, вы везде купили, да? А что, нормально же. Ну да. Ну, сколько они, смотри. 59 лир. Угу. Тюльки еще повесим, проутюжим, и все будет классно. Ну да. Да? Да? Они вообще никуда, сильно темные. Ага.
Зайкова заморочилась, она, короче, шторы в России на заказ. Тащила их сюда. Вот это мадам Коко, да? Прикольные тоже. А мы ничего не стелим. У нас сардиничья аллергия. Так, чтобы на самолет успеть. Нам все равно. Алексей, в 6, наверное, нормально? Утро, вечера. Утро. В 6. Вечером нет, вечером не получится. А то я вас на дне потеряю. Ну давайте, до завтра. Ага. Пока. Пока. Спасибо. Хорошо. Миша, вы говорите? Молодец. Ну что, гулены? Или пораньше, 1:30 и 1:30. 2:30. Что Знаешь, такое? О, видно тебя стало. Сегодня домой идем пораньше, 1:30 всего лишь ночи. Ужас, я уже с ног валюсь. Я тебе уже с 12 ночи говорю, пойдем. Ты как этот, как тебя прорвало прям на общение, а? Как это самое, ты говоришь что-то, я молчу, не разговариваю с английскими. Ну да, с турками сидим, он молчит, вообще ничего не говорит. Привет! Подбирать слова, это все долго, а это... А тут слова не надо подбирать, Да. бери и говори, да? Бери, говори, да. Не надо трогать, не надо лишнее, не трогай, пожалуйста. Камар, пойдем с нами, Камар. Не надо его с нами. Слушай, а у них здесь цветуёчки, так прям уютненько. Такое ощущение, что кто-то вынес свои цветоёшки. Вынес свои, да? Я туда шел с этим, с мармитом, обратно с мармитом. Все свое несу с собой. Иностранец с табуреткой, а это иностранец с мармитом. Народ уже спит, 15 этаж не дремлет он у нас. 13 этаж не дремлет. Турки наши спят. Ой, мамуха. Олежка наш спит. Машинки все спят, Машинки все спят. воротики не закрыты. Одни мы. Надо машинку помыть, да? Ну, так я думала, ты в воскресенье помоешь. Так я тоже думал, помою. Я, говорит, тоже думал, помою. В общем, мы нагулялись. Слушай, ну не холодно вообще, да, с российской зимой? Вообще не сравнится. А? Классная погода. Даже несколько градусов, но мне кажется, градусов 18. Очень комфортная. Ветра нету еще, поэтому, может. Комфортно, да. Кошка, Брысь под лавку. не надо, на салатку пахнет невкусно. Некрасивая какая кошка. Жесть. Кошка. Нагулялись, гулены. Что-то там так у КПДЖ много обуви стало. Раньше столько не было. Дети. Нагулялись? Ты нагулялся, Миша? Да. Мы сидели на месте, никуда не гуляли. Что-то я даже не стала жилетку снаружи одевать, все закопала туда. В общем, я утеплена была. Капустка. Капустка, да. Может, поэтому мне не холодно. Мне в 7 слоях в Москве тоже не холодно вообще-то. Ну да, тут многослойность это залог, так сказать, успеха при холодах. Я тоже, в принципе, не замерз. У меня кофта тепленькая, и вот эта кофта очень легкая, по сути, ее она ничего не защищает. Понятно. Пришли, Олежка уже спит. Короче, то, что мы не доели там у них, они отправили... Шашлык вообще плохо поели что-то. Они отправили нам обратно домой. Так, нам принесли яйца. Их завтра уже буду мыть. Сегодня просто никаких больше сил нету. Время почти 2 ночи. Пусть это все вот так лежит до утра. Молоко тоже принесли. Надо будет нашим туркам денежку отдать за молоко и за яйца. Молоко Олег положил в холодильник. Молодец, умничка. В общем, завтра я сказала Алексею, подъем в 8 утра. Мне надо доснимать будет рецепт. Соль уберу.
Доснимаю рецепт, надо будет снять мукбанг. Короче, завтра работы не в проворот. Поэтому сейчас мы укладываемся баиньки. А завтра все это дело доделаем. Мне еще надо антибиотик выпить. Антибиотик. Выпьем. Кстати, можно чаем запивать, интересно? И еще одну таблетину. Все. Время 1:52. Будем спать. Всем спокойной ночи.